Сегодня 24 ноября, и я начинаю свои посевы. Посевы цветов, которые будут расти у меня в 2022 году. Начинаю я посев с посева бегонии. Сегодня буду сеять бегонию. Бегонию Illumination Apricot и бегонию Big Deluxe Red Bronze. Семена бегонии у меня профессиональные. 2 года подряд я брала обычные семена бегоний, но у меня почти ничего не получалось. В этом году купила профессиональные семена и решила все-таки посеять семена подороже. Здесь 5 семян, но я буду сеять только 3. 2 семян оставлю, вдруг с этих семян у меня ничего не получится, чтобы пересеять другим способом 2 оставшихся семени. Сеяла я и в грунт, и в торфяные таблетки, и у меня ничего практически не получалось. Поэтому в этом году я решила пересеять на салфетку, чтобы увидеть действительно схожесть семян и как они взойдут и сколько семян взойдет. Проливаю формочку тепленькой водичкой, выкладываю салфетку на дно. Будет у меня посев семян бегонии на салфетку. Вот салфеточка уже влажненькая. Чтобы сильно переувлажненная салфетка была, этого делать не нужно, чтобы не было там болота и семена не лежали в воде, просто на влажной салфеточке. Заранее подписала формочку, где какой ряд у меня будет, какая бегония. У меня их всего 2 сорта. Сейчас я раскрыла бегонию Big Deluxe, значит, будет в этом ряду. И переношу семена на салфеточку. Почему я решила высадить в ноябре? Ну, как бы еще и рановато. Потому что я хочу, чтобы к весне это был полноценный кустик. Бегония очень медленно развивается. И чтобы к весне был хороший полноценный кустик. А к лету он уже зацвел. Остальные семена, 2 штуки, оставляю в колбочке на всякий случай. Следующий сею 2 сорт. Это Illumination. Тоже буду сеять 3. Перед тем, как взять зубочисткой семя, зубочистку лучше немножечко увлажнить водичкой. Семена свежие, я это вижу по оболочке. И вот так немножечко вдавливаем в салфеточку. Вдавливаем и разрушаем верхний слой, которым обработано семя. Семена свежие, видно, что оболочка свежая, мгновенно растворяется. После того, как посеяли семена, эта вся влажность, больше не нужно ничем не сбрызгивать, ничего не делать, просто прикрываем, делаем парничок и выносим в теплое помещение. Теплое помещение у меня будет подоконник,
Подсветки я пока делать не буду, хотя рекомендуется ставить под подсветку для того, чтобы они хорошо прорастали. Но у меня солнечный подоконник, целый день там солнце, и поэтому просто буду выдерживать температурный режим. На подоконнике у меня примерно до 25 градусов тепла. И после того, как зайдут всходы, я покажу, через какое время зашли всходы и что с ними делать дальше. Маленькие крохотулечки, зелененькие, маленькие росточки. Сейчас я их буду пересаживать в торфяные таблеточки. Бегония Illumination еще не проклюнулась. И что я еще сделала с вот таким посевом в формочку. Когда я сеяла семена, на дно формочки клала салфеточку и на салфеточку раскладывала семена. Но салфеточка быстро пересыхала, поэтому позже на дно под салфеткой я положила мох сфагнум. Влажненький мох, для того, чтобы салфетка сильно не пересыхала. И вот сейчас уже наклюнулись маленькие зеленые росточки, и их нужно сразу же пересадить или в грунт, или в торфяные таблеточки для дальнейшего роста, потому что долго они на салфетке находиться не могут. Таблетки проливаю слегка тепленькой водичкой, не кипяченой, потому что у меня был уже такой горький опыт. Залила кипятком, и они просто разлезлись, и остался кусок торфа. Поэтому пролила тепленькой водичкой и жду, когда таблеточки набухнут, и в них можно будет высадить росточки бегонии. На дно формочки, в которой будут находиться таблеточки с росточками бегоний, разложила мох сфагнум влажный. Это для того, чтобы торфяные таблеточки не пересыхали. Ну и сейчас начну переносить росточки молодых бегоний в таблетки. Таблеточки уже достаточно разбухли. Немножко приминаю грунт. Деревянной шпажкой буду доставать росточки и переносить их в торфяную таблеточку. Это очень миниатюрная работа, кропотливая работа. Поэтому, чтобы не зацепить росточек, я еще взяла лупу. Я уверена, что многие садоводы точно так пользуются лупой. Вот смотрите, какой манюсенький росточек. Совсем маленький. И его нужно поместить в таблеточку. Почему в таком возрасте нужно помещать в таблеточку? Потому что есть, уже появился зеленый росточек. Росточек растет вместе с корешком. И если росточек зеленый растет вверх, то корешок будет расти вниз, и он будет цепляться за салфетку, запутается в салфетке, и потом его очень трудно достать. Пока он лежит на салфетке, еще не зацепился корешочком, его нужно перенести в таблеточку. Вот я такое сделала, не знаю, видно вам или нет, но вот он, совсем малюсенький, и ставлю его в формочку с влажным мхом. Следующий росточек есть, подцепила. И точно так же переношу его на грунт. Так, немножечко выпрямляю.
аккуратненько все это делайте, потому что росточки миниатюрные, совсем малюсенькие, поэтому нужно очень нежно это все делать. И поверьте, если вы все сделаете правильно, то летом эти цветы вас порадуют своей необыкновенной красотой. 3 растения Begonia Illumination у меня еще не взошли. Они еще всходят. Big Deluxe я уже посадила, а вот эти 3 еще не взошли. Поэтому я их опять накрываю и ставлю в теплое место для прорастания. Эти же посаженные бегоники тоже прикрываю, но уже не закрываю полностью, чтобы был доступ воздуха. И ставлю на подоконник в теплое место. Выращиваю росточки бегонии без подсветки. И здесь температура у меня на веранде вот 15 с половиной, ну, в общем, около 15 градусов. И это для таких маленьких росточков бегонии слишком маленькая температура. Поэтому пока они у меня будут стоять на подоконнике в теплом месте. Как только появятся настоящие листики, я буду немножко снижать температуру, буду переносить сюда, под подсветку. Ну а пока они у меня будут стоять в теплом месте. Здесь у меня цинерария. На днях я ее буду пересаживать уже в большей емкости. И на днях покажу вам, какие удобрения я буду применять для рассады. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал и смотрите дальше видео по бегонии, как она будет развиваться без подсветки. Обязательно вам буду все показывать. Вот так они у меня будут стоять на подоконнике, прикрыты, но с отверстием для доступа воздуха. Потому что сильно большая влажность, когда будет крышка наглухо закрыта, будет собираться под крышкой, и эти капли будут падать на молоденькие росточки. Поэтому, чтобы не было сильной влажности, я делаю небольшое отверстие для доступа воздуха. Это у меня стоят дальше для прорастания. И температура на подоконнике примерно 20 градусов. Это сейчас днем, ночью поднимается примерно еще на 2 градуса. Где-то до 20, примерно до 22 градусов. Кому интересно, как дальше будет расти мое растение, я буду периодически показывать. Подписывайтесь на канал, будем выращивать вместе с вами. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.